Мы наконец-то подобрались к очень интересной теме. Скорость. Что такое скорость в армрестлинге? Задача на самом деле очень сложная, потому что сколько я не разговариваю, сколько я не занимаюсь в армрестлинге, постоянно встречаюсь с конфликтом мнений. Часть людей думает, что скорость это не самое главное, часть людей говорят, что скорость это основная вещь. Второй спорный момент, который как раз мы сегодня не разберем, это подход опытный и подход научный. Посмотрим, чья чаша весов сможет вас убедить. И именно вы выберете, что является реально более эффективным методом тренировочного процесса. Вообще, почему я эту тему затрагиваю? Наткнулся в интернете на видео Алины Саматой, где она рассуждает как раз по этому поводу. Смотрим. Люди рассказывают, что можно натренировать взрывную силу. Ее натренировать можно, но это всего лишь 10% от вашей природной возможности. Взрывная сила – это прежде всего генетика. Это взрывная сила зависит от чего? От мышечной композиции и от мышечных волокон, которые в вашем теле больше преобладают. Так что, друзья мои, не верьте слухам, потому что говорят, что взрывную силу можно натренировать. Это обман. Спасибо маме и папе за генетику. Пока! Вердикт у Алины Саматой довольно однозначный, однако закрались какие-то сомнения, и именно поэтому хотелось бы разобраться в этой теме максимально, насколько это возможно. А теперь перенесемся на чемпионат России. И первый, кто нам поможет разобраться в этом вопросе, великий и могучий Виталий Лалитин. Садитесь поудобнее, налейте чашечку чая и впитывайте. Виталий, здравствуй. Здравствуйте. У меня к тебе такой вопрос. Насколько важен старт в борьбе? В борьбе на руках старт немаловажен. Лучше иметь быстрый старт, чем сильные более руки. То есть человек с менее сильными руками может выиграть еще старт. Некоторые говорят, что тренировать старт вообще нельзя, некоторые говорят, что можно тренировать. Если можно, то как его тренировать? Его можно и нужно тренировать. Это все со временем приходит. За столом в парах в основном отрабатывается, на резине, если находишься один. А так в основном все в парах отрабатывается. Кратенькое заключение. Виталий утверждает то, что старт тренировать можно и нужно. И что именно старт дает основное преимущество в борьбе. Запомнили? Идем дальше. Наш второй эксперт Артем Тайнов. Как ты считаешь, насколько важен старт для армрестлера? Ну, это на самом деле самое основное, потому что старт заключается, старт нужен для того, чтобы занять спортсмена выгодного положения, либо сразу же выиграть. То есть старт одно из основных вещей, в борьбе именно. Можно ли его натренировать? Не знаю, как по мне, я думаю, нет, тоже как дано, и как ты сможешь импульс воспринять старт, команды, так и сможешь. Потому что, я старался, нарабатывать ничего не получается. То есть, в принципе, изначально быстро стартовал, то есть это все как на психологическом уровне, который ты можешь воспринять команду судей. То есть голова больше работает в этом случае. На мой взгляд, Артем Тайнов немного скромничает. Ведь его старт отличается колоссальной взрывной силой и отличной скоростью реакции. Наш третий эксперт Максим Черский. Нет, конечно, он тренируется. И можно посмотреть на многих спортсменов, которые раньше боролись вторым номером и со временем переучились, начали стартовать. То есть все тренируется, я считаю, что и это тоже старт. Там очень много составляющих. Это ловкость, скорость, координация прежде всего. Поэтому это все нарабатывается и тренируется. Есть какие-то специфические упражнения, которыми ты мог бы поделиться, какое-нибудь одно выделить, которое ты используешь для отработки старта? На самом деле это сложно словами описать, это больше нужно показывать. А так вообще, самое, наверное, эффективно распространенное, это либо со спарринг-партнером и с резиной, борьба на команду, отработка движения. Но это нужно именно нарабатывать, то есть поработать 1-2 недели перед соревнованиями, как многие пытаются сделать, но это малоэффективно. По данному короткому ответу я могу сделать вывод, что у Максима очень структурированная информация. По всей видимости, это связано с большим тренерским опытом. Чтобы мозг не вскипел, небольшая пауза. Угадайте, куда ходят армрестлеры из клуба «Легион» по пятницу вечером? Куда-куда? Правильно, в батут. Ильдар, и тебя вылечим, все связки сейчас залечим. Канат. Всегда мечтали полазить на канате, но
Ну, как-нибудь еще помечтаем. Прошло всего 45 минут. С которых 15 минут мы разминались, там переодевались. Так-то давай тут нам не дискредитируй нас. Если у кого-то появилось острое желание научиться делать сальтушку, пишите ВКонтакте. Возвращаемся к нашей основной теме. Следующий эксперт – Дзамбалат Цариев. Насколько важен старт в армрестлинге? Важен, как и все остальное. В армрестлинге нет неважных вещей. Можно быть очень сильным, но не успевать. Можно ли его тренировать? Да, но, наверное, скорее не скорость реакции, а скорость движения. Вот это, наверное, такой более реальный вариант тренировки старта, то есть скорость всего движения полностью. Скорость реакции тренировать тяжело. Можно, насколько я знаю, можно, но тяжело. Чтобы хорошо реагировать, надо быть расслабленным. А это не у всех получается. Есть какое-то упражнение, которое ты вот в своей карьере вот именно отрабатывал долго и упорно, и оно дало какие-то плоды в плане отработки старта? Не, у меня не было, я не отличаюсь там каким-то молниеносным стартом. Все на уровне, наверное, такой, не то чтобы среднестатистическом, наверное, чуть-чуть лучше, чем средний старт такой. Не сказал бы, что я прям стартовик, поэтому особо так вот внимания этому не уделял. Уделял внимание всегда скорости выполнения движения, не скорости реакции. То есть, когда ты я вижу твое удивленное лицо с точки А и до точки Б. Вот скорость движения отрабатываешь, скорость прохождения этого пути. Небольшой комментарий от меня. Под стартом лично я понимаю и скорость реакции, и взрывное движение. Наш следующий эксперт Хитак Дзитиев. Я сам не особо так могу похвастаться своим стартом, но если так в общем взять, то старт играет, наверное, роль 60% от победы. То есть как ты первый навяжешь свою борьбу, так и будет происходить исход поединка. Поэтому я думаю, старт нужно ставить главное. Можно ли его тренировать? Можно, в принципе. Я сам тоже стараюсь над ним поработать, всегда работаю над стартом. Но это уже ближе к соревнованиям, когда уже большие веса перестаю поднимать. Тогда можно где-то за 2-3 недели начать работать над стартом. И на самом деле заметно он прогрессирует и намного уже шустрее становится борьба. Быстрее. Сразу хочу поговорить об одной очень распространенной ошибке. Вот вы послушали, как тренируется чемпион. Какой вывод из этого сделать можно? Что теперь и вы должны так тренироваться? Скорее всего, если вы начнете так же тренироваться, то вы не получите того же результата, которого достигает этот спортсмен. Потому что за тем тренировочным подходом, который у него сформировался в данный момент, стоит колоссальный труд, который вы сейчас не видите. Это как айсберг в океане. Следующий наш эксперт Михаил Рибаконь. Что ты считаешь самым эффективным для, так сказать, тренировки старта в армрестлинге? Что укрепляет, что тебе помогло, какие-то вот такие, что ты нам расскажи, поделись каким-то процентом своих секретов. Везение. Везение, так, хорошо, а если конкретно? Счастливые кеды. Счастливая монетка. Да, у меня счастливые кеды. По тренировке весь тренировочный процесс, стараюсь делать на максимальной скорости. То есть, по возможности максимальный вес, который я могу взять, и на максимально быстром выполнении. Вроде как когда-то где-то вычитал, что скорость появится от этого. Хотя, не знаю, мое мнение, что старт — это рефлекс, который нарабатывается, вот и все. И нарабатывается он лучше всего во время борьбы. То есть, по упражнениям, вот эти вот взрывные, которые, мы, допустим, делаем. Это, что спиной. Это работает, вот. Обычные лазы какие угодно, а так борьба. А за столом какие-то вот изолированные упражнения в плане без спарринг-партнера? Пытался, но, честно, я ленивая жопа. Поэтому, железки потаскали, то есть у нас, благо, сейчас, сравнение, допустим, ты, наверное, тоже помнишь, года 4 назад, 5, турниров не хватало для спортсменов. То есть на мероприятие приезжаешь, народу человек 20-30 в категории, мясо
и Рубилова. Сейчас турниров стало намного больше, и спортсмены, да, единицы только умудряются кататься везде. Из этих единиц и я. Соответственно, каждую субботу у меня соревнования. Где лучше всего научиться бороться? На соревнованиях. Ну, в среднем в этом году не считал, в прошлом году месяц, ну как, в основном любительские по большей части. Где-то турниров 35-40 я закрыл. На мой взгляд, подход у Миши в каком-то плане уникальный. Эксперт номер 7 Дмитрий Моторин. Что ты считаешь более эффективно для армрестлинга, взрывная сила или абсолютная сила? Жесткость и взрывная сила. Можно ли натренировать вот эту взрывную силу в армрестлинге? Очень много мнений ходит, и они очень разные. Ну, поскольку жесткость важнее, то, наверное, можно как-то тренировать. Я не тренирую. Ну, кавит. Я смотрю, у него правый глаз подмигивает. Ну, вообще взрывы, да, я стартами тренирую, взрывы. Именно вот такая сборка эмоциональная, конечно, да, требуется. Но... Ну как, на твой взгляд, вот с момента, как бы, когда ты начал тренировать взрыв и, допустим, до настоящего времени, у тебя что-то изменилось, скорость реакции, то есть вот скорость включения, максимальный пик по силе выходной, то есть, как вот ты ощущаешь по себе, что-то поменялось или у тебя как было вот в самом начале, так и осталось? Ну, оно получается, что очень важно, я поэтому и говорю, что должна быть хорошая жесткость, все углы должны быть жесткие. И при этом как бы тогда получается нормальный взрыв и движение взрывное. А если углы не держат, и получается, что ты дергаешься, и у тебя все углы расползаются, то есть ну, взрывы, ну, как бы он есть вроде бы, но жесткости не хватает именно для всей конструкции. И получается, что от этого взрыва никакого толку нет, только вред. Поэтому сейчас как-то я стараюсь именно, чтобы если старт, отрабатывать старт так, чтобы именно не раскрываться. Интервью с Дмитрием Моториным я записывал в секции «Лидер», куда мы приехали своим небольшим составом. Нас очень гостеприимно приняли, и вот какие эмоции испытывают наши спортсмены после посещения данного клуба. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Да с конем. Это после неудач. Неудач. От неудач, от пробки. То, что мы дрищи. От того, что мы дрищи. А если бы выиграли, что у нас играло бы? Что-то другое, наверное. Опытные мнения предыдущих экспертов мы послушали. Теперь попробуем разобраться, что думает по этому поводу наука. Наш последний эксперт Андрей Антонов. И мой первый вопрос. Уделяет ли Андрей Антонов в своем тренировочном цикле время на отработку армрестлерского старта? Уделяю, безусловно, но это идет обычно непосредственно перед соревнованиями. Порядка месяца за полтора, ну, максимум за 2. Раньше, в базовом периоде, не имеет смысла этим заниматься. Дело в том, что старт сам по себе у нас зависит от времени двигательной реакции, что, в общем-то, тренировке подается весьма мало, является генетически заложенным фактором. Плюс от мышечного соотношения мышечных волокон по аденозин-трифосфатазе ферменту. То есть это подразделение на быстрые и медленные, и это тоже заодно генетически, и тренировкам не поддается. Тренировать мы можем только окислительный потенциал мышц. Поэтому действительно стартерам нужно родиться, но немного, скажем так, усовершенствовать это все же можно. Для этого нужно учиться включаться в момент старта, включать все возможные свои мышечные волокна. Отработка должна происходить из стартовой позиции. Это обучается каждый человек. Но работа непосредственно под старт, под время выполнения, она достаточно травматична для сухожилий, и поэтому делать ее на протяжении всего года, я считаю, вряд ли целесообразно. То есть буквально месяц направленной работы
с небольшими отягощениями. Но это отягощение, это должно быть именно отягощение на блоке, а не резина. Резина нам старт не даст, потому что резина медленно, скажем так, растягивается, и в самом начальном движении, когда надо дать максимальный импульс, натяжение резины слабое. И напряжение нарастает по ходу движения. И только в конце амплитуды движения там более-менее сильная натяжка получается. А здесь нужно именно срывать вес. И срывать его под команду. Такой опыт есть во многих видах спорта, когда идут различные команды от свистка, хлопка, то есть разные. Не обязательно они должны имитировать стартовую команду. Движение без команды чередуется с движением под команду. И, как я сказал, нужно немного времени, чтобы максимально реализовать свой потенциал. Чем сильнее человек, тем, соответственно, у него будет лучше старт. Чем больше мышечных волокон он сможет включить, тем будет более сильное начальное движение. Поэтому с ростом силы скорость, и в том числе и старт, тоже будет увеличиваться. То есть гиперплазия не может, то есть она не может увеличиться, получается, да, количество этих волокон? Дело в том, что современные ученые, если допускают наличие гиперплазии, то не более 5%. Здесь есть, конечно, опыты, когда у животных, у кошек на 18-20% увеличили количество мышечных волокон. Считается, что у человека за все время проведения исследований не было ни одного подтверждения о том, что можно увеличить количество дополнительных мышечных волокон. В то время как факт гипертрофии мышечного волокна порядка в 5 раз был подтвержден рядом исследований. Поэтому фактор гиперплазии, как фактор увеличения мышечной массы, он достаточно спорный. Если мы можем в 5 раз увеличить объем волокна, то зачем нам нужны эти 5% дополнительных волокон? А как происходит тогда процесс восстановления, если волокно, например, разорвалось при какой-то колоссальной нагрузке? То есть вот человек жесткий перетрен, оно как-то как это, число этой константы, получается, заложенное в организме, или все-таки оно потом уже, количество этих волокон, оно придет к первоначальному? Волокна рвутся очень редко. Обычно на тренировках повреждаются миофибрилы. Это сократительные элементы мышечных волокон. Там порядка 2000 миофибрил может находиться в одном мышечном волокне. Сами волокна повреждаются обычно при ударах, при перенапряжениях. И в случае повреждения волокон действительно у нас активизируются клетки-сателлиты. Это такие клетки, зачаточные клетки, которые так у нас дремлят. Они имеют свое ядро, находятся между оболочкой мышечной клетки и миофибрилами. И в случае разрыва волокна они запускаются, из них, соответственно, восстанавливаются новые волокна. Но это именно компенсаторный механизм. То есть они с избытком не нарастают, они просто реанимируют, так сказать, восстанавливаются, вместо поврежденных волокон появляются новые волокна. Скорость нервного импульса, она же тоже может меняться. Нет, она идет со скоростью электрического тока по телу нервного импульса. А проводник? То есть я так понял, что в зависимости от разных нервных окончаний скорость прохождения тоже разная. Тело нерва, тело аксона сверху покрыто такой миелиневой оболочкой. И покрытое такой оболочкой волокно действительно имеет большую скорость нервного прохождения. Но тренировками это мы никак сделать не можем. Это тоже у нас, в принципе, наследовано. И размер этого нейрона тоже увеличить нельзя такими воздействиями? У нас изначально есть высокопороговые двигательные единицы, которые имеют большое тело мотонейрона, толстый аксон, и они, соответственно, иннервируют большое количество мышечных волокон. А есть низкопороговые двигательные единицы, там маленькое тело, тонкий аксон, который иннервирует 80-100 мышечных волокон, а высокопороговые порядка 800 тысяч волокон. То есть низковолокна у нас возбуждаются при импульсации порядка 7 и более герц. Высокопороговые, там уже когда 40-50 герц мозг дает импульс. Только тогда они включаются. С зрения такой простой логики, чем больше человек тренируется с большим весом, тем, получается, этот пороговое значение должно понижаться. То есть организм приучил
поднимать большой вес, и у него этот импульс, он, получается, ослабевает. Нет, здесь не совсем так. Во-первых, смотрите, если человек тренирует свои мышцы, у него увеличивается объем мышечных волокон. Но при этом количество мышечных волокон, иннервируемых одной двигательной единицей, не меняется. Это тоже как есть, так и есть. Соответственно, что получается? Если раньше, допустим, у него двигательная единица иннервирует, представим, 500 мышечных волокон, и эти волокна увеличивали свой объем на 10% от результата тренировки, то, соответственно, сила мышечного сокращения при той же импульсации будет выше. А во-вторых, есть еще такой момент, что нетренированные люди могут произвольно напрячь порядка 50-60% от своих мышечных волокон. А вот спортсмены скоростно-силовых видов спорта, особенно тяжелоатлеты, они могут включить до 90% мышечных волокон. Вот поэтому ходит множество баек, когда люди, не занимающиеся спортом, в стрессовых ситуациях могут проявить огромную силу. То бабушка из горящего дома вытаскивает огромный сундук, который потом 4 здоровых мужика еле могут вернуть обратно. Или летчик-космонавт Алексей Леонов в одном из прыжков, у него парашют с тромбо зацепились за металлическую спинку ранца, и он повис вниз головой. И чтобы изменить положение, потому что приземляться на голову при падении с парашютом, при прыжке с парашютом не очень удачный вариант, ему пришлось изогнуться и отогнуть эту металлическую скобку. А на земле они, летчики, уже вдвоем ничего не могли сделать, никак ни согнуть, ни разогнуть. То есть это как раз тот вариант, когда в экстремальной ситуации мозг дает импульс больше 50 Гц и включаются все возможные мышечные волокна. Поэтому получается двукратное превышение силы. У спортсменов такого не бывает, потому что они уже сознательно умеют 90% своих мышечных волокон включать. И вот это включение, оно тоже происходит не сразу, а вот с годами тренировок все новые двигательные единицы умеет спортсмен подключать. Этот метод тренировки, скажем, возможен благодаря использованию метода максимальных усилий, то есть подъема максимального, субмаксимального веса на 1-3 повторения. Наиболее наглядный пример в мире спорта – это тренировки болгарских тяжелоатлетов под руководством Ивана Абаджиева, великого тренера. Спортсмены работали постоянно, 6 дней в неделю, до 5 раз в день поднимали максимальные веса, то есть вес 90-100% на 1-2 повторения. То есть они вот именно целенаправленно тренировали свой мозг на способность рекрутировать все двигательные единицы возможные. Значит, получается, что человек либо рождается спринтером, либо рождается стайером. В принципе, да. И вот это сместить эту границу количества этих волокон быстрых и медленных получается практически невозможно. Невозможно. Но увеличивая силу, они будут добиваться более быстрого сокращения мышц, потому что скорость сокращения у нас зависит в первую очередь от силы. Это прямая зависимость. Мы не можем тренировать скорость как таковую. Мы можем тренировать мышцу, увеличивать в ней количество миофибрил. Соответственно, в работу будет включаться большее количество миозиновых мостиков, а это и определяет, что сила, что скорость. У нас нет скорости в организме, как такого биологического понятия. У нас есть сила сокращения. Чем больше силы, тем больше скорость. Есть, в принципе, вы об этом уже говорили, два типа реакции. Когда мы тренируем эту реакцию, например, команда Ready Go, то есть я целенаправленно слушаю эту команду, я должен вовремя включиться. И такая реакция, когда человек к этому не готов. То есть, например, тренированный спортсмен сидит в комнате, вдруг лампочка раз и перегорает. Он резко дергается. То есть это момент его реакции, интуитивной, заложенной природой, она на самом деле очень быстрая. То есть я чисто по себе, у меня был такой случай, я очень быстро дернулся, и меня я поразился тому, что насколько быстро я могу собраться. В такой, получается, в какой-то экстренной ситуации. Вот не является ли это границей возможности именно человека конкретного? То есть вот эта вот инстинктивная реакция и тренированная реакция. То есть тренированную реакцию она может стремиться к такому инстинктивному, как раз, мне так показалось. В принципе, да, инстинктивная реакция, она происходит на уровне спинного мозга, а тут мы обучаем головной мозг реагировать на сигналы, посылать импульс к мышцам работающим. Причем мы должны включить именно нужные мышцы именно в нужном
положении. А инстинктивная реакция, она происходит без участия сознания. Дергаются там непроизвольно те мышцы, которые, как это заложено в генетической программе. Ну, задержки практически нету. Какая-то задержка все равно будет. Но это... К тому же, заметьте, что инстинктивная реакция, вы не делаете такое сильное, мощное движение. Это у вас сокращается какая-то часть мышечных волокон. А по борьбе со старта вы должны сделать усилие очень мощное, очень сильное. Потому что если соперник по времени двигательной реакции вас опередит, но у него будет очень слабое движение, оно просто потонет вашим и будет незаметно. Хотя ваша, пускай даже включится несколько медленнее. Просто ваша напряженная до старта рука уже сдержит его это резкое движение, а последующее ваше движение, если оно будет больше силы, оно просто задавит соперника. Ну, это, кстати, вопрос к тому, что многие стартовики рекомендуют стартовать с расслабленной руки. Вот лично я считаю, что это довольно опасно с точки зрения травматизма, потому что, получается, идет максимальный перегруз на связочный аппарат. Я тоже так считаю. В свое время я сам с расслабленной руки стартовал. И считаю, что это, в общем-то, достаточно травмоопасно. Лучше все-таки некоторое напряжение мышцы давать, чтобы по связкам не было удара, было более плавное напряжение. В ходе нашей беседы меня заинтересовал вопрос сгонки веса. Влияет ли сгонка веса на скорость реакции? Ведь, в принципе, наша взрывная сила тесно связана с выделением гормонов. А сгонка веса, на мой взгляд, оказывает отрицательное влияние на выделение тех самых гормонов, которые отвечают за все, что связано с армрестлерским стартом. А сгонка веса, ну, относительная, допустим, там, килограмм 5, если человек гоняет, в основном как бы идет слив воды, тоже как это влияет на те же гормоны, они способны вообще в нормальном режиме выделяться или понижается пороговые значения? Здесь ситуация такая, что сгонка веса сама по себе, если она делается неправильно, то с водой, с потом уходит у нас минеральные соли. Если они не возвращены обратно путем приема препаратов с минеральными солями, то действительно скорость сокращения мышц может теряться, время провождения сигнала. В этом плане действительно может быть хуже. Это уже не связано с гормоном, да связано именно с минералами. Поэтому обязательно, когда вес теряется, нужно принимать аспаркам или панангин, таблетки солевые, нужно соль поваренную применять. Вернемся к разным типам волокон, быстрым и медленным. Послушаем, что думает по этому поводу Андрей Антонов. Здесь нужно понимать, что у нас медленные волокна работают всегда, потому что у них низкий порог активации. То есть быстрые без медленных у нас не работают. Потому что всегда включаются медленные, потом подключаются более высокопороговые, потом уже подключаются быстрые. А движение начнется с медленных. Но при быстром сокращении медленные волокна всегда помогают, но помогают не на полную силу. То есть получается как? Если мы примем общепризнанный факт, что скорость сокращения в 2 раза быстрее у быстрых волокон, хотя у человека, скорее всего, это меньше. Ну, обычно говорят так, потому что на животных, на кошках скорость сокращения волокон отличалась в 2 раза. То, соответственно, получается, что быстрые волокна могут сделать 2 грибка, а медленные за это время только 1. То есть они тоже вместе делают грибки, но их суммарный вклад тем меньше, чем быстрее будет сокращение быстрых волокон, общее сокращение движения. То есть у них эластичные структуры, они растягиваются, тянутся, и поэтому они просто делают меньшее количество грибков, меньше усилий, меньше помогает. Но они всегда работают, всегда помогают движению. Даже у спринтеров, после того, как они тренировали в статодинамическом режиме окислительные мышечные волокна, то есть медленные свои волокна, они улучшили свой результат в беге с 11.0 до 10.8. Вот группа эксперимент проводился со спринтером. То есть медленные волокна даже очень быстрое движение вносят свой вклад. В заключение хочу сказать вам, что советы от наших экспертов – это очень авторитетные советы, за которыми кроется многолетний опыт. Нужно ли или не нужно тренировать старт, решать именно вам. А я хочу предложить вам решение, каким образом можно упростить задачу тренировки старта. Только для вас небольшой промо-ролик моей разработки. Поехали!
О да, совершился тот день, и я наконец-то выпустил свое приложение. Ссылка на него будет в описании. Более подробно, что это за приложение, вы можете узнать по ссылке trainer.vrm.ru. Внимательно следите за новостями нашей группы ВКонтакте, потому что совсем скоро будет очень интересная акция, которая понравится всем вам. Всем крепких сухожилий и быстрого старта. До скорых встреч!